По правилам взаимодействия в социальных сетях, по правилам, по маркетинговым правилам, одно видео, один пост или одна рилса должны содержать в себе только одну тему или раскрывать один вопрос. Но я привыкла обычно нарушать общепринятые правила, тем более, честно говоря, то, о чем я хотела сегодня поговорить с вами, растягивать на 3 недели, на 3 разных понедельника, по которым я рассказываю какие-то свои личные моменты, делюсь какими-то личными историями, или, как я обещала, хотела рассказать про детей, но дети будут обязательно. Вот нет смысла совершенно растягивать на 3 понедельника. Поэтому сегодня в этом видео будет затронуто несколько тем, несколько вопросов. И идею я почерпнула непосредственно из комментариев моих зрителей. Кто-то из вас, дорогие мои, является моим подписчиком, кто-то моим подписчиком не является по каким-то своим личным причинам. Но в любом случае я сегодня в первой части видео отвечу на ваши комментарии. Также вопрос, почему у меня синие волосы, на этот вопрос я отвечу в конце видео. Пожалуйста, досмотрите, да, имейте терпение, досмотрите до конца. Вот, потому что это очень популярный среди всех людей вопрос в мой адрес. Всем всегда интересно, с чем же связан мой цвет волос, моя стрижка, почему вот так. И несмотря на то, что большинство эту историю знает, вы эту историю не знаете. И я ее сегодня вам обязательно расскажу. Но начнем мы сегодня немножечко с других вещей, потому что то, что касается, да, мнения посторонних людей о моей стрижке, о моем цвете волос, оно на самом деле базируется в большинстве своем на очень застарелых стереотипах, на общественных стереотипах. Вот об этом я хочу с вами поговорить. А пока в качестве такого вступления я скажу, что я сегодня исполнила свою мечту. Это моя новая Судадера ярко-желтого цвета, причем солнечного цвета. Это была моя мечта. Я очень ее себе хотела, наконец-то я ее себе купила. И теперь я, правда, похожа на, знаете, как на национальный флаг моей страны Украины. Мне это очень нравится. Я никогда в жизни не носила желтый цвет, но попав в Испанию, почему-то вот мне захотелось, и я от этого ужасно рада, ужасно счастлива. И, собственно, вот таким образом какие-то маленькие вещи могут создавать нам настроение. И я надеюсь, что у вас тоже есть какие-то маленькие вещи, которые создают вам настроение. Вот, если есть, вот, поделитесь. Для меня вот это, да, такой вот образ. Я специально ее одела, чтобы вам похвастаться и поделиться с вами моим хорошим настроением, вот этим вот всем позитивом на основе этого, потому что дальше я буду, возможно, говорить для кого-то вещи не очень приятные. Итак, поехали по стереотипам. У меня здесь есть имена комментаторов, которые мне там в шотсах накомментировали мне. Значит, первый из них Alex-ZR5JT, и второй Андрей Каширин-G1F. Они под этими никами живут на Ютубе. И я сейчас это видео я записываю, собственно, специально для вас. И для всех остальных. Там есть еще один комментатор у меня под прошлым видео про бородатых мужчин, которому тоже не понравилась моя короткая стрижка. Для начала я хочу сказать, забудьте про стереотипы, кто как должен выглядеть. Вот забудьте, это устаревшие стереотипы. Вот просто забудьте, выбросьте это из своей головы навсегда. Те, кто приписывает мне принадлежность к ЛГБТ-сообществу, это очень много людей, из чего исходят? Короткая стрижка под мальчика и неестественный для вас, неестественный цвет для волос. Для меня он естественный. Вот он для меня естественный. Он естественен
моему характеру, моему мировосприятию и моему внутреннему миру, вот полностью, максимально естественен. Я расскажу, откуда это пошло. Вы поймете, что к секс-меньшинствам вообще никакого отношения не имеет. Ноль, просто ноль. И вы очень удивитесь, узнав настоящую историю этого. Понимаете? Но вернемся к тому, что первая претензия, которую ко мне предъявляют мужчины. Нет, это не только вы. Если вы думаете, что вы единственные, нет. Я такого наслушалась в своей жизни очень много. Короткая стрижка. Окей, если вам нравятся длинные волосы, отрастите их. Пожалуйста, отрастите. Я хочу посмотреть, как вы их будете отращивать. Как это все на ушах вот здесь будет торчать, да? То есть, как вы будете ходить, подбирать хорошие шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски для волос восстанавливающие в магазинах. И я уверена, что мужчины, которые правда следят за своими длинными волосами, они это делают. Вот. Как вы будете регулярно искать нормального парикмахера, барбера, окей, который красиво вам подрежет кончики, потому что они будут сечься. Как вы будете покупать хорошие, качественные витамины кальций, магний и комплексный витамин В, для того, чтобы волосы не выпадали, а выглядели нормально, красиво. Вот это еще. Как вы их будете укладывать? То есть, как вы себя будете чувствовать в ветер с накрашенными губами? Да, когда это все вот так распадается, липнет. Как вы будете лить по 2-3 бутылки лака, а оно ничего не фиксируется и не держит форму, потому что все распадается. Вот это все мрак, это все кошмар, который я переживала, когда я носила длинные волосы. Вы думаете, я не носила? Носила. Поэтому для меня нет волос, нет проблем. Вот запомните, вот прямо запишите. Нет волос, нет проблем. Я ценю свое время, у меня не так много жизни, но я не хочу мучаться каждый раз мучаться, пытаясь что-то сделать с мои волосы. У меня такая структура, они тонкие и шелковые, уложить невозможно, прически не держатся, это все распадается. Я некрасивая, и я себе не нравлюсь. Мои волосы, длинные волосы, это всегда нервы. Зачем мне нервы, правильно? Немножко поэмоционалила. Вот причина, почему у меня короткая стрижка. Далее. Мужчины, утверждающие, что у меня стрижка мужская. Господа, меня стрижет женский мастер. Меня стрижет женщина, и это мастер женских стрижек. Понимаете? И меня стригут, как мне делают женскую... Окей, сейчас здесь пострижен ирокез, да? Но когда это ирокез имел какое-то отношение к принадлежности к половой. Все нормальные панки, все нормальные панки носили ирокез, женщины, мужчины, девочки, мальчики, все без разбору. Никто не мог сказать девочке с поставленным ирокезом, пивом, арбузом, это не важно, что это мужская стрижка. Да, ирокез вообще она международная. Ну окей, у меня пострижен ирокез, ну мне сейчас так больше из-за погоды нравится, из-за ветра он не держится, я его не ставлю. Ну окей, все. У меня стрижка, я видела, есть разница между мужскими и женскими стрижками. Вот хотите, пойдите к какому-нибудь мастеру-парикмахеру, он вам покажет. Они стригутся по-разному, поэтому у меня стрижка женская. Окей? Закрыли этот вопрос. Что касается принадлежности к секс-меньшинствам, это стереотип, выбросьте его из головы. Я живу в социуме, где самая красивая, самая прекрасная, привлекательная и натуральная девушка с длинными волосами естественного цвета, естественного цвета, натурального оттенка, одетая в красивое платье, там, на каблучках, все может запросто иметь отношение, включая сексуальное, только с женщинами. И вы это себе в голову не вложите. Вы никогда в жизни по ее внешности не скажете, что да, но тем не менее нет. И точно так же, я это наблюдаю абсолютно каждый день, самый такой мужественный мужчина, который выглядит везде, во всех местах как мужчина, который одевается как мужчина, который ведет себя как мужчина, может запросто иметь половые отношения, длительные, краткосрочные, без разбору, только с мужчинами. И вы тоже не сможете это вложить к себе в голову. Поэтому мерять по внешности, кто кем может являться и как правильно кто должен выглядеть, это устаревшая ошибка. Забудьте просто об этом навсегда, вот навсегда.
Как мне кажется, отношения с людьми и ваши отношения, ваши впечатления от человека могут складывать скорее особенности характера, то, что он делает, то, как он взаимодействует с людьми, его система ценностей. Это важнее, нет? Есть, конечно, женщины, готовые меняться, менять свою внешность ради капризов мужчин, которые: я хочу, чтобы у тебя были длинные волосы. Окей, отрасти себе и носи. Я так и говорила своему бывшему мужу. И, собственно, были у меня ухажеры. Говорят: вот все в тебе хорошо, вот все в тебе отлично, вот ты и красивая, и умная, и в меру упитанная, вот все хорошо, и фигура, и все, и фактура. Говорит: вот только волосы короткие. Иди ищи себе другую женщину, если я тебя в чем-то не устраиваю. В мире масса других женщин. Иди, найди себе такую, какая тебе нравится. Переделывать меня бесполезно. Люди не меняются. Я не переделываюсь. Этими капризами вы меня не купите. Даже если мне придется всю жизнь жить одной, я имею в виду, не выйти замуж в свои, сколько там мне лет, только потому что у меня короткая стрижка, окей, я знаю, чем мне заняться в жизни. Для меня наличие, такого 16-18 сантиметров в моей жизни не является обязательным условием для счастья. Потому что счастье существует внутри меня, и, собственно, я им наслаждаюсь. Так, этот вопрос закрыт, понятно, да? А теперь, собственно, моя история, почему у меня волосы конкретно синего цвета. Я родилась, в конце прошлого тысячелетия. Кто родился здесь между 80-м и 85-м годом? Вот кто? Поднимите руки. Хорошо вспомните рекламу жвачки Орбит, которая у нас появилась по телевизорам приблизительно начало-середина 90-х. Там Орбит на орбите, вот реклама жвачки. Она даже сейчас в Ютубе есть, вот эти старые версии очень красивые. Там такая девочка, медсестричка, в парике красивого ультрамаринового цвета. Нет, это синий электрик, вот синего электрического цвета, с синими волосами. Мне было лет, может быть, 13, может быть, мне было 14. Я уже слушала Виктора Цоя, я уже любила ДДТ. И я уже хотела, я тогда мечтала, что у меня будет ирокез синего цвета когда-нибудь. Это была очень смелая, очень страшная мечта, но мне тогда эти волосы показались красивыми, этот цвет мне показался красивым, понимаете? Вот для меня это эталон красоты, вот этот цвет, именно вот такой, и он мне очень нравится. И я всю жизнь, представляете, я четверть века, 25 лет, я мучилась, мечтала, и я думала, как вот, и мне говорили: Лиза, не делай так, не крась волосы в синий цвет, ты распугаешь всех своих клиентов, была такая версия, и я на это повелась, представляете, в 38 я тогда еще повелась на это, ты отпугнешь от себя людей. Не тут-то было. В какой-то момент я поняла, что я готова, я созрела. Более того, на нашем рынке появились соответствующие краски, потому что одной из причин, почему я не могла покрасить волосы в синий цвет, являлось отсутствие хороших синих красок. Я крашусь прямым пигментом. Он бывает разного качества, в общем и в целом, обесцвечиваясь полностью, это ужасная процедура, я ее просто ненавижу. На натуральный цвет прямые пигменты, они не заходят, они не берутся, но тем не менее. Появились прямые пигменты, и у меня появилась возможность наконец-то получить желаемый цвет. Раньше я была всех цветов радуги, не всех, ладно, я была красная, оранжевая, рыжая, желтая, золотая, черно-красная, как анархия, знаете, мама анархия, черно-красная. В прошлом я занимала, руководящую должность в Приватбанке. Тем не менее, цвет моих волос у службы безопасности каждый раз вызывал истерику. Они говорили: мы тебя за нарушение дресс-кода из банка выгоним. Нет, нельзя было, я ходила всегда в деловых костюмах. Вот. У меня еще там 5 сережек было в одном ухе, в общем, Но когда появилась краска, я воплотила свою мечту, мне было ровно 40,5 лет, и это было прекрасно, это было прекрасно, это было счастье.
То есть я 25 лет, четверть века, да, мечтала, и наконец-то мне надоело мечтать. Я просто взяла и сделала. Ну, просто взяла и сделала это. Знаете, у меня добавилось на Фейсбуке больше подписчиков. У меня появилось больше контактов, больше друзей, у меня появилось, правда, больше клиентов. И нормально. Все приходили на мои знания, на мой опыт, на мою харизму, на мой опыт как тренера на тот момент, на мой опыт как физиогномиста на тот момент. Вот. Но никто не пугался, никто от меня, ни один человек не отписался после того, как я поменяла аватар. Посмотрите у меня на Фейсбуке на этот аватар. Ответила я на ваш вопрос. 25 лет мечта моя лежала на антресоле, и она была реализована. Когда не сейчас? Сколько еще можно ждать? То есть ты каждый день ждешь и думаешь, блин, как бы хотелось. Да никак, бери и делай. Вы отвечаете за реализацию ваших мечт, а не кто-то там другой. Все очень просто. Как видите, никакого отношения к общепринятым стереотипам мой цвет волос вообще не имеет. Да, конечно, сейчас можно сказать, что с точки зрения физиогномики я хочу привлечь к себе внимание. Это правда. Я хочу, чтобы у меня было от 1000 подписчиков на YouTube-канале больше. Поэтому, пожалуйста, делитесь. Делитесь моими видео, они полезные. Если вы не нашли в них пользу, это не значит, что ее в них нет. Это значит, что вы не готовы ее принять. Но другие люди, возможно, что-то для себя там возьмут. Смешно? Вот, поэтому, да, я хочу привлекать к себе внимание, к тем темам, на которые я говорю, о которых я раскрываю, к тем прямым эфирам, которые запланированы на будущее, когда у меня появится этот доступ. Да, это правда. У меня есть видео, ребята, сейчас здесь появится подсказочка, у меня есть видео очень классное на эту тему, почему женщины красят волосы, да не только женщины, и мужчины в том числе. Посмотрите его, пожалуйста, я думаю, вам будет интересно. Я на этом закончу. Я, как всегда, забыла представиться. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Там сейчас мой профиль появится, да, в заставочке. Я практикующий физиогномист. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности. Я консультирую индивидуально и пары на предмет, как можно уменьшить количество конфликтов в паре, основываясь на разнице характеров, которую я читаю с лица. У меня есть тоже еще одно видео про мою работу, тоже, пожалуйста, посмотрите его. И дам еще одну подсказку, история, как я пришла в физиогномику. Оно скорее будет интересно женщинам, хотя, наверное, всем. Вот она, вот посмотрите. Вот. На сегодня все. Забыла сказать, что я еще тренер по гимнастике для лица и автор обучающего курса «Опасные мужчины». Вы увидите его сейчас тоже в конечной заставке. Можете полюбопытствовать, кто до сих пор не был. Вот. Приходите, кому интересно, всегда жду. И я надеюсь, что господа, натыкавшие мне комментариев там в шотсах и под видео, остались удовлетворены моим ответом на ваши вопросы. До новых встреч после Рождества, дорогие мои. Всех обняла. Пока!